следующий вопрос. Очень поклонник вообще его таланта, читал его книги, безусловно. Мне хочется узнать, какая из книг, например, у него вышла более автобиографичной. Which of the books was the most autobiographical? Как болельщик? Или Билли Эвансон? The answer, the true answer is... Его любимая, наверное, кое-что о Билли, потому что она, наверное, наиболее отражает то, что он сам пережил. Что вы могли общественности, той, которая не читала эту книгу, рассказать о ней? Я скажу так, я ее сам не читал. He hasn't read it. Я начал читать с The Crew. He started to read The Crew. Oh, The Crew, okay. Потом Top Dog. Yeah. Они будут переизданы в следующем году. Обе эти книги, The Crew и Top Dog. Правда ли то, что они еще до сих пор входят в топ бестселлеров на Амазоне? Is it true they still top bestsellers on Amazon? Yeah. Yeah. The Crew были лидерами Амазона на протяжении 6 лет. Первая строчка. Вот известно, что Дуги является поклонником Уотфорда, а пишет он о фирмах, которые не имеют к Уотфорду такого отношения. Yeah, I did that because Уотфорд наш маленький клуб, и у нас не такое большое движение хулиганское, как если брать тот же Вест Хэм или другие клубы. Но я хотел написать не о себе, не о своем клубе, а о самом движении, о самой культуре. Согласится ли Дуги, что его можно назвать специалистом по фирмам, по хулиганскому движению в Англии? Да, люди меня так называют, но я себя так не называю. Почему Лутон Таун считается... Sorry, go on. It's okay, go. Да, можно. Почему? Потому и почему? Почему-то никто не хочет ответить. Yeah. Они это заслужили. Ну, это нельзя узнать, да? No other reason. Luton Town are our... Именно болельщики? It's mocked by the fans. Yeah. Они большие соперники вот в этой местности, главные соперники. What is the aim of your visit to Belarus? Why Brest? Меня пригласил клуб. Я думаю, может, мне Ауди какой перепадет. Я люблю путешествовать. Люблю встречать новых людей. Мне нравится эта часть света. Первый раз, когда я приехал, мне очень понравилось в Беларуси. Я решил приехать опять, посмотреть, все ли так же, и, может, даже стало лучше. Здесь очень красиво, очень чисто. Самая чистая страна, которую я когда-либо видел. Совершенно искренне. I'm so impressed by how well looked after it is and what a nice city it is. Как за всем заботится, какой милый город, очень приятный. Большинство других городов просто ужасно. Москва, например. Лондон. Я сначала, наверное, сделаю ремарку. Книги Дуги у нас появились в Бресте в 98-99 году. Это были российское издание, пиратское, фанатское «Мы идем». И они такие стали во многом основой для фан-движения. Делайте в переводе, чтобы переводить. О фанатской культуре и о английском фанатизме в частности. Поэтому в то время, наверное, мы не могли представить, что Дуги приедет в Беларусь. Рады его здесь видеть. Но и ряд вопросов в связи с этим, вот уже Дуги говорил, что ему понравилась Беларусь, а как вот первые впечатления были относительно того, что пишут в английской прессе? Я вообще сталкивался с какими-то мнениями в прессе по относительно страны, и как с его личными это впечатлениями? Во-первых, я очень рад был здесь, это самое главное. Для большинства британцев Беларусь, Россия довольно мистические страны. Это еще со времен Советского Союза идет.
И когда я приезжаю в такие вот страны, мне хочется вернуться назад в Англию и объяснить, какие люди на самом деле здесь. И поощрять, чтобы другие люди тоже приезжали сюда. И сейчас многие в Англии обсуждают Россию, потому что там состоится чемпионат мира в следующем году. И британская пресса рисует картину России в определенном виде, который не соответствует действительности. Я хочу объяснить, что это не так, и я могу это объяснить только когда посещаю эти места, поэтому мне нужно приезжать сюда. Спасибо. Еще два вопроса сразу. Первое — это отношение к своим коллегам вот именно в области фанатской литературы, в частности Джона Кинга. И вопрос о возможных экранизациях книг Дуги. Где-то планируется. As two questions. Right, the first question. It's a Это очень странное отношение, потому что многие из них начали писать после меня. Парочку писали до меня. Мы все друг друга подбадриваем. Мы с братом путешествуем и слушаем истории болельщиков, и когда нас читают, нас слышат, они тоже, другие люди тоже хотят об этом писать, они говорят, мы тоже хотим рассказать свою историю. Вот, и мы всегда рады поделиться какими-то своими советами, мы только поощряем это. Но многие начали писать, но ирония в том, что где они сейчас? В этом вопрос. И второй вопрос был по сценарию. Я сейчас работаю над двумя фильмами, но они не основаны на моих книгах. Но когда будут сняты эти фильмы, я напишу книгу, которая будет о том, что в этих вот фильмах. Вы не собираетесь написать еще книгу о фанатах? Может быть, о фанатах Восточной Европы? Because the reason is non-fiction books are very difficult to write. Пока таких планов нет, потому что писать нехудожественную литературу довольно сложно, тут большие исследования надо проводить, и нужно путешествовать в эти страны, в Россию, в Беларусь, это расходы на переезды, нужно много чего узнавать, и уже достаточно написал нехудожественно, пока хватит. You know, I've done enough non-fiction. I don't really want to do anymore. I will ask my question in English, if you don't mind. Have you ever heard anything about our club before you came here, or maybe any other Belarusian clubs before you came to? The only thing I ever knew about. Все, что я знал до этого о белорусских клубах, то, что Динамо-Брест лучший клуб. In Belarus. What kind of fighting? Каких боев? Like a hooligan. Yes. Есть. For whom? For which firm? For Watford. Конечно, за Watford. For Watford and for England. За Watford и за Англию. Я просто читал небольшую информацию, да, что это связано с вами с Челси. Because he read some information that you are connected somehow with Chelsea. No. Нет. No, I actually. Когда я начинал смотреть футбол, мне поначалу нравились Челси, но я никогда за них не гонял, ничего такого. And I saw a lot, but I was never involved at Chelsea. О коррупции FIFA, UEFA не хотите книжку написать? Да, наверное, продавалось бы. Ну, только если я хотел бы сесть в тюрьму. To prison. I'm not that smart. Я не такой умный. Литературные критики как отнеслись к творчеству Дуги? They kind of, I don't know. What happened? To give you the short version, I'll give you the short version of what happened. When we wrote our first book, which was in 1996, we were. Мы были два парня, которые никогда не планировали писать книги, у нас не было никакого опыта в написании книг. Я говорил сейчас о себе, о своем брате. Мы написали книгу, которая имела огромный успех, и в течение следующих 2 лет мы написали еще 3. And then we both went our separate ways, and I did more books. He did a couple more books, and then went on. But because we sold books, other guys started to write who'd never written before. Other guys started to write books, and guys who didn't read books started to read our books. Из нашей работы многие заработали большие деньги, многие публицистические компании, издательства. Это так должно работать, все нормально.
Но нам никогда не дали должное сами издательства за то, что мы вернули многие тысячи людей назад к чтению, что мы многих подтолкнули начать читать. И, собственно, после того, как мы написали, появилось достаточно большое количество книг о хулиганизме, около 76 книг в этом же направлении. И, собственно, даже направление получило название среди издателей и литературоведов. Это хулили, хулиганская литература. И самого признания такого за их труд не было, кроме того, что издательства просто заработали деньги на это. Other than the fact that people made an awful lot of money off of us. But that's okay. Это, в принципе, нормально. Я пишу не для них, я пишу вот для вас. Oh yeah, don't get me wrong. I'm but Не поймите неправильно, да, мы тоже заработали, но дело в том, что нас просто игнорируют в литературном мире. Люди, которые написали и продали меньше, там, в 10-20 раз меньше продали, чем я книг, получили гораздо больше признания. Но меня раздражает то, что не только я не получил признания, но люди, которые читают эту литературу, они игнорируются в литературном мире. Это трудно писать книги? I don't know how I get away with it. Ну, сложно ответить на вопрос, потому что я не знаю, как это случилось. Но случилось как-то случайно, как-то меня настигло. Я удивлен вообще, что так со мной случилось, что я стал писателем. It happened by accident for me, so I'm amazed that it happened at all. В каждой стране наверняка своя ситуация, экономическая, политическая, вообще ментальная. То есть и фаны тоже в разной стране разные. Можете ли вы сказать, чем английские фаны отличаются от немецких или от российских? Oh yeah, totally different. I mean, Разница очень большая. Я даже написал одну из книг, которую посвятил Евротрэш, которая посвящена, собственно, фанатам из разных европейских стран, в том числе и из России. И когда я исследовал культуры фанатов в разных странах, я заметил, насколько они все разные. Я просто поразился этим. From country to country. It was amazing. Я слышал, что, значит, читал, что вы принимали участие в боевых действиях на Фолклендах и в Персидском заливе, это правда? Yeah. Тогда почему, пережив, такие, в смысле, такие события, вы пишете о совершенно не о войне, а... Purely because I was in the Просто я был в авиавойсках, и там ничего интересного, не о чем писать. Как вы считаете, какие сейчас, чьи хулиганы в Европе самые грозные? Или фанаты? Все очень грозные. Если пройдет хук в голову, то неважно, какой национальности человек, которого наносил этот удар. Наверное, турецкий самый сильный будет удар. А в следующем году чемпионат мира в России, куда, как вы думаете, британские хулиганы смогут пробраться? Не думаю. Им не позволено. Хулиганов с уважением, с презрением, с интересом. Ну, то есть, какое ваше ощущение? Или как граница? That's a good question. Хороший вопрос, очень хороший вопрос. Это культура, в которой я вырос. Она мне очень нравится. Но сейчас с возрастом понимаю, что она еще и очень влияет на людей, и что нельзя никак ее остановить, эту культуру. Она постоянно меняется. Я пытаюсь объяснить тем, кто увлечен в эту культуру, что есть последствия их действиям. Я также пытаюсь объяснить властям, почему эти люди делают то, что они делают. Isn't designed. I would never want to get anybody arrested or anything like that. It's just I like to explain what it's about and what causes. Я пытаюсь объяснить так, чтобы никто из моих книг не сел в тюрьму, но в то же время этот вопрос, который вы задали, он просто очень объемный. В этом вопросе целая книга заложена.
Интересно то, что те, кто вовлечены в хулиганизм, в движение хулиганов, и были или сейчас, у них нет никаких проблем со мной. Я не собираюсь останавливать то, что они делают. Это уже другой вопрос. Английские фанаты, они фанаты 24 часа в сутки и 360 там с чем-то дней в году. Да. Я сразу же почему задаю этот вопрос. Мне приходилось ездить в Англию на матч белорусской сборной как раз в автобусе с фанатами. То есть я прожил в этой тюрьме 4 суток. И они оказались в обычной жизни бизнесмены, там, ну, в общем, люди, которые... А там они в этом миру, они раскрывались как фанаты, ну и начинали все фанатские действия. Вот как вам звучало? Это и делает это все очень интересным движением для меня. Потому что футбол — это своего рода побег из повседневной жизни. Когда вы вовлечены в хулиганизм, можно быть тем, кем ты не являешься в повседневной жизни. И можно быть в компании новых людей и делать то, что ты обычно не делаешь. Для меня лучшее сравнение, наверное, это бойцовский клуб. Вот, хулиганизм — это, по сути, своего рода бойцовский клуб. Но это не только драки, это совсем не о драках, в компании, возможность посмеяться, выпить, пережить какие-то новые впечатления. Это как небольшой клуб. Вопрос, какие у Дуга самого топ-3 его книг из хулилита? There's a book called Scally by a guy called Энди Макнил, книга «Скали» Andy McNeil. про Эвертон. There's a book called City Psychos by a guy called Книга, которая называется «Городские психопаты», City Psychos. And Cass by Cass Pennant. И Cass Pennant. They're my top 3. Это топ-3. Can I ask? Yes. First, I would like to thank you that you are here, and also I would like to tell thank you to Dynamo Brest for inviting you. And I have a question about your biography. I tried to find this information, and can you tell me where did you study? Because I tried to find this information in Wikipedia in your website. Study? Yes, because I'm a student, and for me it is super interesting. I never studied. Вопрос был про обучение, он говорит, я никогда не учился. Never. I went at 16. I studied at like I don't know what you're at high school. До 16 я учился в школе. And then at 16 I joined the military. Do you have any friends who support a club which you hate? And if yes, есть ли у вас друзья, которые поддерживают врагов, какую-то команду, которую вы ненавидите? And if yes, in which way do you conversate with them? Just exclude some things, football things, or something else? И если есть, то как вы общаетесь? Вы не общаетесь на футбольные темы с ними или как? I used to have У меня была раньше табличка на двери, что фанаты Лутона здесь не место. To fix something, and I threw him out because I wouldn't have a Luton fan in my house. I don't have anything to do with Luton Town fans still, and they don't have anything to do with me. We just because I. У меня нет ничего общего с фанатами Лутона и у них со мной. But doing what I do, you have to talk to pretty much everybody. And at the end of the day, irrespective of what club you follow. И занимаясь тем, чем я занимаюсь, приходится общаться с фанатами любой команды, независимо от своих убеждений. Football fans, we all love football. Как бы там ни было, мы все фанаты, футбольные фанаты, мы все любим футбол. There are certain clubs who won't ever mix. I mean, Millwall, West Ham, Tottenham, Arsenal, Есть какие-то команды, которые никогда не подружатся. Celtic, Rangers, they won't. There will be certain fans will never ever mix. But that's football rivalry. Но это футбольная вражда, это нормально. I just have one question about one of your colleagues, John King, and his book Football Factory, right? And then there was a film, Football Factory, which is completely different from the book.
So which was better, and Книга очень did you отличалась от фильма. did you like the film? Мне никогда не нравилась книга. Because I didn't like it because it was. Мне всегда казалось, что футбол добавили уже после. Was added in afterwards. There were more interesting stories in that book than the football stuff. I didn't do it. Истории книги гораздо интереснее, чем то, что про футбол. But it was a good film. Ну, фильм хороший. Вы в российском варианте Википедии «Зенитовская Россия». Вы прикапливаетесь за этот клуб? On the Russian version of Wikipedia, the photo of you is with a Zenit scarf. Yes. Do you support Zenit? Well, all my Все издательства мои в России находятся в Санкт-Петербурге. Are in St. Petersburg. I have lots of friends at St. Petersburg. У меня там много друзей. And that photo was taken at the UEFA Cup final. Я там был на финале. In Manchester. Yeah. Where I went and watched their greatest day in their history. So yeah, it was. Yeah. Да. When I'm in Russia, I'm a Zenit fan. Когда я в России, я фанат Зенита. Which, when you're in Moscow, causes all sorts of problems, I'll tell you. Когда вы приезжаете в Москву, то с этим могут проблемы. Есть ли в Англии понятие кузьмичи и как к ним хулиганы относятся? It's just when I write about Когда меня спрашивают, почему в футболе есть драки, I always say there are so many different types of football fans. я всегда говорю, что есть очень много разных видов футбольных фанатов. Like you have guys Некоторые просто смотрят по телевизору. Guys who go to only home games at the home stadium. Guys who go to every game. And then И в вершине те, кто берутся за свою команду. Extremists, if you like. И кузьмичи где-то в середине. And they're okay, there's nothing wrong with that. But yeah, scarfers. Nothing wrong with that. Ничего плохого там нет. Наверное, футбол был бы лучше, если бы все были кузьмичи. На взгляд Дуги, насколько изменилось хулиганское движение английское в то время, когда он написал первую книгу свою, и на данный момент? Совсем другой. Я могу только говорить об Англии, во всех странах по-разному. И в Англии сейчас из-за полиции, из самих клубов, в премьер-лиге практически без насилия происходит хулиганизм, без драк. Потому что на стадионе уже невозможно драться, нельзя. Если вы подеретесь, то вас сразу посадят в тюрьму. Практически это неизбежно. И оно того не стоит. Вот если у англичан проблемы с законом, почему англичане не изменяются? Допустим, вот шведы, немцы, там, сербы, русские, поляки идут в зал, тренируются, потом идут в лес, подальше от полиции и встречаются. Ну, в Англии такого не слышно. То есть паб, улица, стадион. Понятное дело, что будет прессинг полиции, будут проблемы. Почему англичане не хотят меняться? Или их это все просто устраивает? Yeah, they are, of course they are. Да, их устраивает. That's part of the fun. Это часть фанатизма для них. It's about letting off steam. It's about complaining about authority. It's about. Для них это часть, то, что они жалуются на власти, жалуются на полицию. English football is unique. Английский футбол уникален, на мой взгляд. In the way we watch it, we don't. Как мы смотрим. Everything is about match day. Самое главное, все сосредоточено вокруг дня игры. And it's about comradeship. It's about belonging, to something. И это о коллективизме, принадлежности, быть частью этой, это часть истории. Хорошо. Для вас приемлемо встретить день игры в лесу, а потом поехать на футбол? Либо вам надо обязательно встречать этот день игры перед стадионом либо в баре? Вам как бывшему хулигану? Will it be enough for you to, on the match day, to be somewhere in the forest fighting, or you should be near the stadium? I'm too old to fight. Я слишком старше, чтобы драться, так что в лесу точно. But if you were young? No, because that takes Нет, потому что это совсем уже другой уровень. Level, and it's one I wouldn't want to get involved in. Я бы не хотел бы быть вовлечен на этом уровне. But I understand why people do. Я понимаю, почему люди вовлекаются в это. Мне кажется, я понимаю. But it's the extremes again. Ну, это уже экстремально. Does that make sense? Понятно? Yeah. Гарлинфик напророчил чемпионство клубу из Манчестера. А вы как думаете, кто чемпионом станет?
He's probably right. Наверное, он прав. Unfortunately. К сожалению. I know it won't be Watford, put it that way. Я знаю точно, что не Уотфорд. Question about Watford. Вы в последнем сезоне сыграли не очень удачно. The latest season was not very successful. So what are the prospects for this year? Will they qualify for cups? We have a new coach, so У нас новый тренер. No one knows. И никто сейчас не знает, что будет. It's a new season. Anything can happen. That's why we go to football, because anything can happen. Поэтому мы и любим футбол, потому что в футболе возможно все. You know, if I thought now that Watford would finish 10th, I wouldn't bother going. Если бы я сейчас думал и знал, что Уотфорд будет 10-м, я бы никуда не ходил, не смотрел. Just stay in a pub. Я бы просто в пабе сидел. Have a bet and stay in a pub. Я бы просто там поставил свою кровать и там с этим оставался. Когда фанаты одной команды ненавидят фанатов другой команды, Для них это очень серьезно, особенно в день игры. Но это часть игры. Это лишь игра. Если сесть и все это записать, ну, все это звучит глупо. Но в день игры это самое главное. В английском футболе сейчас вливаются очень большие деньги. Ну, сейчас все больше и больше, скажем так, и билеты, и все это формирует мнение, что оно убивает культуру футбольную, в том плане, что она очень классная культура, а сейчас она более элитарная. Есть ли такое, или вы считаете, что это как-то более надуманно, может быть, фабрики продвигается? No, it's totally true. Да, это совершенно верно. Такое мнение есть. But unfortunately, if the way football is, you have to have money. Ну, такой футбол, тут нужны деньги. And that money. И сейчас неизбежно, что деньги эти идут из-за границы. I mean, whether it be from Russia or China or. Это может быть Россия, Китай, Saudi or wherever. Саудовская Аравия, куда угодно. But my club is owned by Italians. Моим клубом владеют итальянцы. And they're fantastic. И они замечательные. When they came, I was dead against them coming, but they are. Когда они только приходили, я был полностью против этого, но сейчас я видел, что они чудесные. They saved my club, really. Они спасли клуб. The same with this club, with Dynamo Brest. It was saved with investments. Yeah. If you need money, unfortunately these days, if you want to compete, you need money. Если вы хотите соревноваться, то нужны деньги в наши дни. Because it's very rare. I mean, season before last, Leicester won the Premiership in England. 2 сезона назад Лестер выиграл. And it came out of nowhere. Everybody was shocked because they had no money. Все были шокированы, потому что у них не было денег. But what they had was a very good team. Но у них была очень хорошая команда. But last season, но в прошлом сезоне им пришлось очень серьезно побороться за то, чтобы остаться. Sadly, that's football. That's modern football. К сожалению, это современный футбол. Такова жизнь. На его взгляд, сборная Англии когда станет чемпионом? Never. Никогда. Never. Purely because только из-за того, что. And it goes back to what you were saying about money. We have so many foreign players coming into the country. У нас так много легионеров в стране сейчас играет. The youth aren't developing. И молодежь не развивается. And the ones that do aren't good enough. И те, которые играют, они недостаточно хороши. So we'll never win. Поэтому мы никогда не выиграем. I don't think. По крайней мере, я так думаю. Хотелось бы узнать, насколько языков переведены книги. И второй вопрос. Перевод с английского на другой язык, насколько теряется ритм? Он не знает несколько языков. I don't know. Because I can't read it. Я не знаю, что я не могу прочесть на другом языке. I don't know. I mean, I have to trust people that they do a good job. Мне приходится доверять тем, кто переводит, что они делают хорошую работу. Guys like Victor there, who read them in English and in
Russian can tell me if they work or not. Ребята, вот как Виктор, например, Радьков, могут прочитать и на английском, и на русском, сравнить и сказать. Как вообще принимаются книги в самой Великобритании? Oh, that's a good question. I mean, хороший вопрос. I write books for guys like me and like these. Я пишу книги для ребят, как я, и вот, которые здесь присутствуют. And we're not the kind of guys. Ну, англичане в целом не те люди, которые читают много. And so, as long as they're happy with my books, если then I'll keep writing them. Нравится то, что я пишу, я буду продолжать писать. But it goes back to what was said before. Но что касается издательств и прессы, то мы для них не существуем. В каких странах наиболее интересно? Aside from England, it's Russia. Что, за исключением Англии, это Россия. Yeah, a bit, but mostly Russia. It's crazy. Ну, больше всего в России. No, funnily enough, I don't. Turkey? Most Turks live in London now, seem to. Сейчас почти все турки живут в Лондоне, так что. Bloody hell. Crazy. Вопрос Дуги, как он относится вообще к мультикультурализму? It doesn't work. Это не работает. И Brexit, значит, вы за него? Brexit is a good thing. Да, это хорошая вещь. Он один из апологетов вообще Brexit. Во главе стоит. Я слышал, что его Since you were at the head of the campaign for Brexit. Yeah, from day one. Да, с первого дня я поддерживал Brexit. It doesn't work. It's killed London, basically. Не работает. Мультикультурализм не работает, просто убивает Лондон. We talked about this a lot on the way in. Мы уже поговорили с Виктором. I always ask the question. Я всегда задаю такой вопрос. What has multiculturalism done for me? Что дал мне мультикультурализм? And the answer is nothing. И ответ – ничего. The only thing it's done Все, что он сделал, erode my culture. Он стер мою культуру. And it's disaster. Это катастрофа. Disastrous. Ну, значит, вопрос с такой же темы. Вы как же тогда относитесь к хулиганам с черным цветом кожи, которые очень много присутствуют в английском фильме? В вашей фильме были такие? Yeah, but it's racism isn't an issue in England. В Англии нет проблемы с расизмом. I mean, if there is a benefit to multiculturalism, it's that we've seen an end to racism. Наверное, единственный такой плюс мультикультурализма – это то, что мы стерли проблемы с расизмом. Which is good. It's a good thing. Это хорошо. A guy I write movies with is a black guy. He's one of my best mates. I love him to bits. Один из моих коллег, с которым мы пишем сценарий, он черного цвета кожи. Хороший парень. The interesting thing what's happening at the moment is that это будет касаться предыдущего еще вопроса о мультикультурализме. And because of the terrorism we've seen in London recently. Из-за террористических актов, которые мы видели в Лондоне в последнее время. We are seeing football fans, football hooligans, if you like. Футбольные фанаты come together. Объединяются. To form almost a политическую партию создают, и, возможно, даже создадут. And they've already had one march through London. There was 10,000 lads turned up. У них уже march through London. Был марш через Лондон, где-то 10 тысяч человек. There's another march in October. Другой, следующий будет 7 октября в Лондоне. Where they reckon there'll be anything up to 50,000 turning up. И где-то будет около 50 тысяч человек. Most of them are football lads. И большинство из них будут футбольные. Proper, I mean proper lads. Реальные фанаты. And they'll just march просто с уважением спокойно пройдут, to voice their чтобы высказать свое неудовольство ситуации. And if you use Twitter at all, or если вы пользуетесь Твиттером, if you research, it's called the Football Lads Alliance. Если вы загуглите Football Lads Alliance, and it's becoming a big хэштег. And it'll очень become even bigger, I think. Популярный. Very interesting. Очень интересно. We have lads from all over Europe coming. Ребята со всей Европы объединяются. Very interesting. Очень интересное движение. Вот с учетом изменения как раз этой ситуации
ситуации этнической в Лондоне. Есть ли вероятность, что какие-то крупные группы, например, поляки, кто-то еще, могут со временем войти в состав мобов английских и изменить вот эту ситуацию, которая существует сегодня, например, ухода хулиганов, точно так же, как в России, в леса, какие-то драки за городом? No, that wouldn't happen because it's not the English way. Это не английский стиль. We've got no interest in that kind of. Нас такое не интересует. Just go to pub. Только в паб. Just go to pub, drink. Просто идем в паб и пьем. Дуги, у вас руки пианиста, а не бойца. Not for a long time. Уже давно не дрался. Yes. Not for a long time. Давно не дрался. Дуги, помимо писательства, какие интересы вообще были? I'm a big motorsport fan. Motorsport. Motorsport? Motor racing. Yeah. Большой фанат мотогонок. And motorcycles. И мотоциклов. Любит мотоциклы.